Я Владимир. Добро пожаловать на наш канал. Все вы знаете, что мы недавно были на двух выставках производителей сварочного оборудования. Это Weldex 2021 и Rusweld. И там были со всего мира производители. И я вот впервые увидел, там были два производителя из Индии. Они производят электроды, сварочную проволоку. Да? Были такие вот, например, Monolith. Да? Даже есть отдельное видео у нас на канале. Кто следит за каналом, тот его видел. Я сейчас дам подсказочку, где-нибудь вот здесь вы сможете посмотреть это видео. Монолит нам так отсыпали щедро. Электродов, проволоки. У нас еще все это лежит. В будущем ожидайте. Все это мы отснимем. Там было два производителя из Индии. Вот этот называется Суперон. И еще один производитель Моди. Вот мы к этим подошли, говорим, дайте нам электроды. Они, индусы, они по-русски не говорят. У них там был человек, который переводил, русскоговорящий. Мы говорим, дайте нам, у нас YouTube канал, мы снимем видео. Вот этот производитель дали 2 упаковочки. А этот вообще, там девчонка стояла русская. Я говорю, пойди, поговори с ней. Она с ним пошла, выносит. Здесь, наверное, 3 электродика. В общем, я даже спрашивал вот этого производителя, это основное покрытие или рутиловое? Они говорят, рутиловое, мы основное производим, но в этом году не привезли, непонятно по каким причинам. Здесь 2,5 диаметр электродов и 3,2. Они мне сказали, что это рутиловый электрод, я не знаю. Здесь вот написано, что постоянный переменный ток и обратная полярность. Все, что я могу здесь прочитать. Здесь написано то же самое. В общем, давайте, парни, поварим. Что будем варить, я не знаю. Сейчас по ходу дела определимся. Какие-нибудь пластиночки подсоберем, поварим, посмотрим, что за электроды. Вы, наверное, сами индийскими электродами, никто из вас, может, кто-то и варил. Мне, по крайней мере, за больше 30 лет моего стажа ни разу индийские электроды не попадались. В общем, парни, устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Погнали. Так, парни, вот смотрите, я одну упаковочку вскрыл, 2,5 диаметр. Вот смотрите, парни, видите, как выглядят электроды? Судя по обмазке, мне что-то кажется, что это основное покрытие. Никак оно не похоже на рутиловое. Сейчас поварим, я сразу это пойму. Давайте вскроем остальные упаковочки. Вот диаметр 2,5, было 4 электрода в упаковке. Сейчас посмотрим 3,2, сколько тут будет. Упаковано, конечно, на совесть. Видите, тут еще полиэтилен, все запаяно. И здесь тоже 4. Да, они даже маркировка у них разная. На электродах нанесена маркировка, она отличается. Чтобы их не перепутать. Открываем теперь от компании Моди. Посмотрим, что здесь у них. О, это точно рутиловое покрытие. Это к бабке не ходи. Вот почему-то у них вот здесь написано AWS, то есть AWC. И на эти, хотя производители разные. Ну ладно, в общем, теперь сварка. Так, ребят, сразу хочу вас попросить прощения за качество видео. Видите, сварочная ванна пересвечена. Мы уже поняли, как вести съемку сварочного процесса. Но в этот раз, видите, немного пересветили. Результат будет виден хорошо, но сварочная ванна пересвечена. В следующие разы мы все это выровняем. Так, вот пока немножко остывает шлачок, я вам буду немножко рассказывать. Значит, смотрите, что я хочу сказать. Сейчас технологии идут сильно вперед, и вот электроды уже сложно понять, когда идет сварочный процесс, сложно понять, основное это покрытие или рутиловое. Как-то вот все оно смешивается, туда добавляются новые химические составы в обмазку электродов, я так думаю. Вот я 3 марки электродов варил, и сложно очень понять, какое из них основное покрытие, а какое рутиловое. Вот после сварки уже немножко становится понятно, что шлак серого цвета, значит, скорее всего, это рутиловое покрытие. Ну и в конце всей сварки увидите, что качество швов практически не отличается. Вот рутиловое основное покрытие. Сейчас мы шлачок обобьем, вы сами все это поймете. Вот, смотрите, видите, ровный, нормальный, плотный шовчик получается. Сейчас мы еще с другой стороны я тоже еще раз пробегу этими же электродами. И я вам расскажу дам информацию о этих электродах, потому что уже после съемок я нашел в интернете всю информацию об этих электродах. Значит, вот эти 2 шва, вот уже второй шов, я варю электродами компании Моди. Значит, это электрод марки E312-16. Он представляет собой электрод для сварки двухфазной стали
с известково-титановым покрытием. Благодаря 40% содержанию феррита в данном наплавочном материале он обеспечивает высокую трещиностойкость и свариваемость. Так, ну оббиваем шлачок. И, как можете видеть, идеальный, ровный, плотный шовчик. Результат дает, ну, просто заглядение. Хотя электрод очень похож на наш электрод МР3 с синей обмазкой, да? Но сварочный процесс, ну, просто небо и земля. Вообще. Ровненько, четко, горит. Даже неопытный сварщик справится с этим процессом, ну, совершенно спокойно. Так, далее у нас идут электроды от компании SuperOn. Это электроды под маркировкой AWC A5.4. Значит, марка этих электродов E310-16. Диаметр 2,6. Значит, это электрод с рутиловым покрытием, легированным сердечником для сварки подобных жаростойких сталей. Проката, литья кованой стали. Материал применяется для сварки стали, используемых в печах отжига, термических цехах, монтаже котельного оборудования, паропроводов и нефтеперерабатывающих заводах по производству керамики и цемента. Вот, оказывается, тоже рутиловое покрытие. Видите, шлак серенький. Как заявляет производитель, обычное рутиловое покрытие. Но я хочу сказать, вот если брать электроды нашего отечественного производства рутиловые, тоже сварочный процесс очень сильно отличается. Я думаю, в этом рутиловом покрытии тоже существенно много каких-то добавок. Может, целлюлоза, не знаю. Процесс сварочный очень серьезно отличается. Сейчас мы еще один шовчик положим этими же электродиками. Видите, сварочный процесс ровный. Электрод горит мягенько, стабильно, все четко, никаких проблем. Плохо, что пересвечена ванна, но в следующий раз мы выровняем, коллеги. Скоро мы настроим сварочный процесс, все будет видно идеально. Сейчас дадим немножко остыть, обобьем шлачок и посмотрим. Вот оббиваем шлак. Шлак оббивается очень легко. Буквально пару раз стукнуть кирочкой, все, шлака нет. Очень ровный, стабильный процесс. Ну и шов, сами видите, какой. Идеальный, ровный шовчик. Плотный, все нормально. Так, дальше у нас идут, вот это единственные электроды с основным покрытием. Это однозначно основное покрытие. Сейчас вы даже сами увидите это по шлаку. Вот сейчас еще металл немножечко холодный, пока он разогрелся. Вот когда металл разогрелся, уже сварка пошла, уже, ну, ровный процесс. Видите, оно и горит как основное покрытие. Даже по звуку можно хорошо определить, что это именно основное покрытие. Вот и шлак, видите, черный шлак, как... Ну, у ЛБ-52 шлак еще чернее, но видите, здесь черный, так с такими серыми какими-то включениями шлак. Это электрод S-7016, диаметр 3,2, предназначен для односторонней сварки труб и конструкций общего назначения из углеродистых и высокопрочных сталей. Это покрытый электрод основного типа, ну это от производителя, то есть основное покрытие. Ну, сейчас немножко остынет, обобьем шлачок, посмотрим. Оббиваем шлак. Видите, шлак уже здесь оббивается не так легко. Возможно, если обварить трубу, на трубе он будет легче отходить. Но в угловом стыке, видите, ну, как обычно бывает с основным покрытием, шлачок вбивается сложновато. Ну, тем не менее он отбивается без всяких проблем. Щеточкой раз и готово. Вот такой нормальный, отличный, плотный шовчик. Сейчас мы еще один шовчик положим. Второй шовчик, мне кажется, будет получше. Ну, как всегда, знаете, говорят, первый блин комом, второй, ну, когда уже впервые поваришь электродом, потом уже понимаешь, как он себя ведет, и, соответственно, корректируешь свои действия, и уже, когда знаешь, что ждать от электрода, соответственно, сварочный процесс начинает улучшаться. Все нормально, ровно, контролируемо и без всяких проблем. Металл укладывается. Индия нас удивляет как. Я даже не ожидал. Ну, думал, ну, индийские электроды, ну, что там. Индия, ну, почти тот же Китай, да? А видите как. Все-таки они следят за качеством.
И еще я вычитал в интернете, что это очень большой завод в Индии, на котором производят не только эти электроды. Вот именно про электроды под брендом Super-On. На этом же заводе производят электроды под маркой ESAB, Lincoln Electric. В общем, такой довольно большой завод. Сейчас ждем, пока шлачок остынет, оббиваем и готово. Оббиваем шлачок. Да, в угловом соединении сложновато шлак оббивается, но тем не менее он оббивается. Ну вот такой довольно нормальный результат мы имеем, парни. Так, ну что, какой я итог могу подвести? Очень неожиданный результат, очень неожиданный. Вот это вот мы варили первыми электроды, это были вот эти, моди. Это синяя обмазка, это однозначно рутиловое покрытие. Но оно точно не чисто рутиловое, там целлюлоза добавлена однозначно, потому что варит он, ну никак, процесс сварки не как у рутиловых электродов. Вот эти я даже затрудняюсь сказать. Вроде процесс сварки как у основного покрытия. Шлак как у рутилового покрытия, коричневый. А вот это точно основное покрытие, точно, однозначно, 3.2. У них марки разные, хотя упаковки одинаковые, но марки электродов разные. Ну вот видите результат, очень для меня неожиданный. Качественные такие ровные идеальные швы. Шлак отходит очень легко. Индия нас удивляет, видите как. Я даже вот жалею немножко, что мы не поинтересовались у них, почем они их тут продают, да. В России, где их можно купить, я даже понятия не имею. Я даже ради интереса поищу в интернете, после съемок домой приеду, в интернете поищу, если я найду об этом информацию, ссылочку, коллеги, оставлю под видео. Возможно, где-то у нас в России можно и купить. Если они недорого стоят, то я, коллеги, вам очень рекомендую купить эти электроды и попробовать. Процесс сварки, ну, просто удивительный, удивительный. Вот вообще ни на что не похоже. Если сравнивать, допустим, вот синюю вот эту обмазку с нашими МР-3, то это небо и земля. Небо и земля. Вообще совершенно другой сварочный процесс. И результат сами вы видите какой, да? Идеально ровные швы. В общем, парни, все вам рассказали, все показали, что знали, что хотели. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментариев побольше, парни. И на телеграм-канал тоже не забывайте подписываться. Нас там уже больше 500 человек. Всем пока, увидимся в следующих роликах.